Султан одолжил Дракуле турецкие отряды, и в 1448 году в Валахии появился новый господарь. Новоявленный правитель Цепиш начинает расследование об убийстве отца и натыкается на факты, связанные с боярами. Тем временем Янош Хуньяди и Владислав, проигравшие сражение на Косовом поле, прибыли в Трансильванию. 10 ноября 1448 года Янош Хуньяди, находясь в Сигашуаре, объявил, что начинает военную кампанию против Дракулы, назвав его нелегитимным правителем. 23 ноября Янош был уже в Брашеве, откуда с войском двинулся в Валахию. 4 декабря он вошел в Тырговиште, но Дракула к тому времени уже уехал. Жизнь в Молдавии. У историков нет точных данных, куда направился Дракула сразу как покинул Тырговиште. Известно, что в итоге он оказался в Молдавии, однако появление в Молдавии в ноябре 1448 года могло быть для Дракулы опасным, поскольку там находился венгерский военачальник, подчинявшийся Яношу Хуньяди. Этот военачальник поддерживал князя Петра II, женатого на одной из младших сестер Яноша Хуньяди. Но Петр внезапно умер, а венгры оставались в Молдавии, чтобы не дать ей перейти под польское влияние. Ситуация изменилась после марта 1449 года, когда на молдавский трон сел князь Александрел, двоюродный брат Дракулы, поддерживаемый не Янышем, а польским королем. Согласно другим данным, Александрел начал править уже в ноябре 1448 года, сместив Петра, который умер лишь в 1452 году. 12 октября 1449 года на молдавском троне утвердился князь Богдан II, с чьим сыном, будущим молдавским князем Штефаном Великим, Дракула был дружен, однако положение Дракулы при молдавском дворе стало сложным, поскольку Богдан вступил в переговоры с Яношем Хуньяди. 11 февраля 1450 года Богдан издал грамоту, где отдавал себя в полное подчинение Яношу и обещал быть другом его друзей и врагом его врагов. Однако к высылке Дракулы из Молдавии это не привело. 5 июля 1450 года Богдан подтвердил соглашение с Яношем новой грамотой, где те же условия были изложены более подробно, в том числе условия, что Хуньяди должен оказывать молдавскому князю военную помощь, а в случае необходимости предоставить политическое убежище. Вопреки договоренности, осенью 1450 года Богдан не получил от Венгрии помощь против поляков. Тем не менее, его сын Штефан смог получить убежище на венгерской территории в Трансильвании после того, как Богдан был убит новым молдавским князем Петром Ароном в октябре 1451 года. Дракула поехал в Трансильванию вместе со Штефаном, а в феврале 1452 года был изгнан оттуда по приказу Яноша Хуньяди. В письме к жителям Брашева от 6 февраля 1452 года Янош говорит о своем намерении лишить Дракулу возможности жить не только в Трансильвании, но и в Молдавии. Тем не менее, Дракула вернулся в Молдавию, где в это время снова пришел к власти его двоюродный брат Александрел. В феврале 1453 года Янош Хуньяди заключил с Александрелом такое же соглашение, как в свое время с Богданом. Александрел обещал подчиниться Яношу и жениться на его внучке, но договор не был выполнен. Дракула покинул Молдавию лишь в мае 1455 года, когда князя Александрела сверг Петр Арон, который несколькими годами ранее, осенью 1451 года, убил Богдана. Жизнь в Трансильвании перед приходом к власти. В 1456 году Дракула находился в Трансильвании, где собрал армию добровольцев, чтобы отправиться в Валахию и снова занять престол. В это время, с февраля 1456 года,
В Трансильвании находилась делегация францисканских монахов во главе с Джованни де Капистрано, которые тоже собирали добровольческую армию, чтобы освободить Константинополь, захваченный турками в 1453 году. Францисканцы – монариты, меньшие братья. Католический несуществующий монашеский орден основан святым Франциском Азизским близ Сполетто в 1208 году с целью проповеди в народе апостольской бедности, аскетизма, любви к ближнему. Францисканцы не брали в поход православных, чем пользовался Дракула, привлекая отвергнутых ополченцев в свои ряды. Также в 1456 году в городке Джуаджо на юго-западе Трансильвании на Дракулу было совершено покушение. Инициаторами стали Янош Гереб де Вингард, являющийся дальним родственником Яноша Хуньяди, и Николай де Визакна, состоявший у Хуньяди на службе. В апреле 1456 года по Венгрии распространился слух, что к южным границам государства подступает турецкая армия во главе с султаном Мехмедом II, которая пойдет на Белград. 3 июля 1456 года в письме, адресованном трансильванским саксам, Янош Хуньяди сообщил, что назначил Дракулу защитником трансильванских областей. После этого Янош, уже находившийся в 1,5 днях пути от Белграда, начал готовиться к прорыву турецкой блокады, кольцо которой сомкнулось 4 июля. К Белграду также последовало ополчение, собранное монахом-францисканцем Джованни де Капистрано, которое изначально должно было идти к Константинополю, а войско Дракулы остановилось на границе Трансильвании с Валахией. Валашский князь Владислав, опасаясь, что в его отсутствие Дракула может занять престол, не пошел на защиту Белграда. 22 июля 1456 года турецкая армия отступила от Белградской крепости, а в начале августа армия Дракулы двинулась в Валахию. Получить власть Дракуле помог валашский боярин Мане, который заранее перешел на его сторону и уговорил нескольких других бояр из княжеского совета при Владиславе сделать то же самое. 20 августа Владислав был убит, а Дракула стал валашским князем во второй раз. За 9 дней до этого, 11 августа, в Белграде Янош Хуньяди умер от чумы. Второе правление Дракулы длилось 6 лет и получило широкую известность за пределами Валахии. Пасхальная казнь бояр. После прихода к власти во второй раз Дракула продолжил расследование обстоятельств гибели своего отца и старшего брата. По итогам расследования было казнено более 10 бояр. Некоторые источники утверждают, что число казненных составило от 500 до 20 тысяч человек, но историки не нашли подтверждений этим сведениям. Чтобы объявить боярам приговор, Дракула сначала пригласил их на пир. Румынские источники связывают этот пир с праздником Пасхи. По поводу даты казни у исследователей тоже нет единого мнения. Есть основания утверждать, что казнь совершилась не позднее апреля 1457 года. Румынский историк Стоическу говорит, что казнь предположительно состоялась в 1459 году, а историк Матей Казаку называет дату 25 марта 1459 года.